Привет, 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 господа и дамы, продолжаю проходить лестницу Харона, и, наверное, это последняя серия, 4-я, которая получается. В общем-то, остался мне только госпиталь, 2 части документов нужных я нашел из 3. Теперь рулим в госпиталь, где, собственно, обитают омешки. И тут омешки у нас не простые, омешки, наоборот, агрессивные, а альфы при этом почему-то омешковые. Ну, будем со всем этим делом разбираться. Есть еще дельты, они псионики, ну, с ними мы пока не контактировали. Я вышел из особняка, и меня вновь окутал холодный туман. Краем глаза я заметил необычную постройку. Главные секреты Артемиуса покоились там. В этом я не сомневался. Не знаю, что он считает странной постройкой, но, как я понимаю, здесь ворота, скорее всего, будут закрыты. И вот это вот сам госпиталь. Можно посмотреть, но заперто. Как я понимаю, тут краем глаза я увидел, что вот там вот ворота открыты, поэтому я сейчас сначала пройду через чащу, а потом попаду в госпиталь, где заберу 3-е документы и по лестнице Харона, собственно, свалю из этого здания. Ох, кто здесь, интересно, расставляет вот эти все штуки, электричество подает? Да, писали про машину, которая автоматически раскидывает дрова и включает свет, но что-то, мне кажется, тут давненько никого не было, чтобы это работало. Так, что у нас здесь? Я не знаю, что это за прибор. Наверное, измеряет правильность черепа. Наш доктор Артемиус может быть странным человеком. Это у нас вместе с девочкой смотритель. В его доме мы уже были. Ученый с женой. И какая-то хрень. Так, здесь ученый с женой обнимаются. Тоже явно какая-то загадка. Что это вообще такое? Такс. Оно разворачивает и что? Начинает светить сюда. Что от этого меняется? Силуэты. То есть, наверное, мне нужно собрать здесь правильные силуэты. А в какой последовательности, простите? Тут ни хрена. Тут какие-то убивцы. Так, ну ладно, здесь силуэт пары. Здесь у нас что? Так, где тут вход? Прыгать мой персонаж не умеет, поэтому везде надо искать лесенки. Лежащий, охреневший, молящийся. И это вообще непонятно, что делающее. Ну, а какие-нибудь подсказки будут, в какой последовательности мне это надо собрать, или как? Пока что-то не совсем ясно, что здесь должно быть. И подсказок я что-то тоже не вижу. Так, девочка с отцом. Альфа или Омега, убившая Альфу или Омегу. Ученый с женой, судя по всему. И еще какая-то Альфа-Омега, убившая Альфу-Омегу. Не знаю, кто кого. На них ничего не нарисовано. Нужна последовательность. Нужна явно последовательность, но я не совсем понимаю. Так, испугавшийся мальчик. Плачущий профессор. Просто профессор. И баба. Ну и... В какой последовательности это все должно происходить? Ну, я понимаю, что нужно выставить правильные фигуры. Но какую-нибудь подсказку о правильности этих фигур вы мне выдадите или как? Так, вон еще какой-то есть проход. Давайте рулить туда, пока что я не понимаю, что с этим делать. Может, здесь какая-нибудь будет записка или хоть что-то в этом роде. Явно эта сторожка здесь не просто так. Так, ну тут можно сохраниться. Сохраняемся. Хотя зачем мне это сохранение, я не знаю, если честно. И, собственно, ворота, которые 100% заперты. Я прям уверен в этом. Да, заперто. Так, ну тогда нужно смотреть, что я на самом деле пропустил и где я это все дело пропустил. Потому что если без подсказки, просто методом тыка вот это вот вращать, ну, как по мне, это немножко туповато. Мягко говоря, очень сильно. Я понимаю, что мне нужно сделать, конечно, вот такую вот фигню, и чтобы открылись ворота. С другой стороны, хочется спросить, ну, игра, юность и сила... Стоп. Юность и... Ага, вот. Юность и сила истощила его до безумия. Вот что мне нужно. Вот они надписи. Так, юность и сила истощила его до безумия. Это вот здесь.
Ну, наверное, логично, что это мальчик. Он, типа, паранормальные способности. Он же юный, правильно? Значит, мальчика здесь и оставляем. Ну вот и нашел, как это все дело расставлять. Гордыня превратила невинных мужей в жестоких монстров. Мне вот просто интересно, ну, типа, игра же должна как-то, ну, держать атмосферу, что это реально. Ну, вот я бы попал в такой особняк, мне надо забрать документы. Какого хрена тут везде вот такая фигня расставлена? И что, чтобы просто попасть в парк, ученый каждый раз вот эти вращал беседки или что? Ну, чтобы правильные комбинации выставить. Так, я уже забыл, блин, о чем я говорил. Еще раз. Еще раз. Гордыня превратила невинных мужей в жестоких монстров. Наверное, нам нужен... Девочка нет. Альфы нет. Вот это скорее нужна. Ну, то есть он жестоким монстром стал по отношению к своей жене. Я думаю, так. Как оно медленно все вращается. Прикинь, вот так вот, да, хочешь выйти в рощицу погулять? И каждый раз туда ходишь и вращаешь, выставляешь нужную фигуру. Ой, блин. Ну, я думаю, это. Так, следующее у нас что? Из праха ее проросли две розы. Тут, мне кажется, должна быть эта мертвая жена. Ну, типа, 2 ребенка, 2 розы. Логично. Вот это. Или вот это. Его жена, по-моему, ну, с вот этим, да? Ну, так. Я ж могу посмотреть. Так, в галерее персонажей. Зачесанные волосы — это Элизабет, а распущенные волосы — это его жена. Значит, нам с распущенными нужна. Нам нужна слегка распущенная бабеночка. Вот это. Ну, давай. И это причем все строилось уже после того, как она умерла, ну, по логике, правильно? То есть из праха 2 розы и все дела. И здесь загорелый мужчина — спаситель девы. Загорелый мужчина — спаситель девы, но это, наверное, вот этот конюх. Ну, в смысле, смотритель. Вместе с ребенком. Думаю, вот так. Посмотрим, сейчас откроется что-нибудь или нет. Конкретно дверь. Ну, вроде все. Вроде как все. Также. Юность и сила. Загорелый мужчина. Из праха ее проросли 2 розы. И гордыня превратила невинных мужей в жестоких монстров. Ну, вроде да. А что, открылось, не открылось? Я, если честно, пока не понимаю. Ну, там двери вроде закрыты. А что тогда я сделал неверно? Ну, не может же быть скульптуры с этими альфами, типа... Причем тут их гордыня? Они, блин, типа, бестелесные... Ну, телесные, конечно, создания, безмозглые создания. Какая гордыня и почему монстров? У меня вот вопрос только вот по этой гордыне. Если честно. Так, с какой стороны этот фонарь с гордыней? Еще раз, так, здесь у меня мальчик с паранормальными способностями. Юность и сила истощили его до безумия. Ну, 100% мальчик. Загорелый мужчина, спаситель девы. Ну, тоже явно этот чувак с ребенком. Смотритель. Он же загорелый? Ну, вроде загорелый. Из праха ее проросли 2 розы. Ну, а кто здесь еще есть? Профессор. Этот смотритель, служанка и жена. Ну, жена. Она умерла, родила близнецов. Гордыня превратила невинных мужей в жестоких монстров. Монстров. Ну, у меня только вот по этому варианту вопросы, если честно. Остальные вроде все правильно. Ну, я не совсем понимаю, как эти штуки опытов могут стать жестокими монстрами. Тоже вроде ничего не сработало.
Девочка со смотрителем. Тут-то при чем? Тоже вроде нет. Что-то я не очень понимаю. И не это. Но оно ничего не срабатывает. Вообще ничего не срабатывает. Да, уж. Ладно, может быть здесь правильно. А где я тогда мог ошибиться? Из праха ее проросли 2 розы, но по-любому жена. Вот здесь вот... Нет, загорелый мужчина тоже... Не ошибка. Юность и сила. А мне бы интересно, мне скажут, что типа дверь открылась или... Юность и сила. Это смотритель, да? Ну, юность и сила к смотрителю вообще никаким вариантом. Ученый. Тоже нет. Женщина. Короче, какая-то хрень, если честно. Но здесь явно мальчик. Ну, типа, других вариантов-то нет. Других вариантов-то нет. Гордыня с монстрами. Из праха ее проросли 2 розы. Но здесь тоже всего 2 женщины. У меня все-таки реально вопрос по вот этим... Гордыня превратила их... Гордыня превратила невинных мужей в жестоких монстров. Ну тут... Типа он не один должен быть. Но опять же, тут могут быть косяки перевода и... в жестоких. Но здесь он как будто не очень жестокий. А вот этот, пожалуй, тянет на жестокого. Тут просто везде такое, типа, сочувствие. А вот это жестокость явная. Ну, по крайней мере, из того, что есть. Хотя он тоже просто смотрит вперед. Так. И так. А где этот? Вон там. Ну, ворота все еще закрыты, как, по-моему, да? Ой, я не понимаю, если честно. Опять же, реально тут просто в легкую они могли накосячить с переводом, и все. И вот сиди тупик, как с этими картами Таро. Ну, заперто, заперто. Реально трудно сказать, что это за фигня. Ладно, надо думать. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте еще раз все это дело пробовать. Я не понимаю, если честно. Где чего? Ну, юность, понятно, вроде правильно. Ребенок. Кто еще может быть юным и безумие почему? Так, гордыня превратила невинных мужей. Ну, гордыня ученого, понятно. Здесь должны быть эти твари. Это тут эти 2 твари. Одна рассматривает другую, второй вариант смотрит. Типа, этот пытается помочь, наверное, а этот, типа, такой, шо? Ну, трупы шо? Ну, типа, так. Не знаю, давайте вот этого попробуем поставить. Если честно, ну, опять же, вот загадка из серии... Хочешь покрутить? Давайте, пусть этот станет. Так, здесь... Из праха ее проросли 2 розы. Ну, явно мать. Явно мать. И явно это вот это здесь правильная фигура. Но если, блин, везде явно правильные фигуры, то почему где-то явно неправильная фигура? Так, здесь загорелый мужчина спасает деву. Но все-таки, я думаю, это и ребенок. При том, что вот это я вообще не понимаю, кто это. Ну, типа, это служанка по волосам. Но при этом чувак, который жил на другой стороне озера, этот смотритель, он в кепке. Тогда кто этот? А доктор в очках, а этот не в очках. Здесь я тоже все-таки думаю правильно. Вот где я могу ошибаться? Юность и гордыня.
Ой, не юность, а гордыня, а юность сгубили его. Может, что-то здесь другое? Не знаю, тут просто ученый, который держится за голову. Может, оно... Вот вроде во всем я уверен, с одной стороны, а с другой стороны, блин, ну как-то все это слишком мутно. Слишком непонятно написано. Здесь загадка не на логику, а загадка на то повезет. Опа! Ни хрена себе. Тут загадка на то, да, реально, повезет, не повезет. А какая в итоге статуя стала? Ученого? Ну да, в очках ученый. А написано... Юность и сила истощили его до безумия. Причем тут юность? Я не знаю, вот честное слово, господа разработчики. Вот вроде вы пытались, вроде вы стараетесь, в атмосферу. Что-то еще, ну как-то это все не пойми как, через задницу, если честно. Что с картами, что вот здесь вот. Я реально мог крутить до посинения. Ну потому что я был абсолютно уверен, что это ребенок. И что к безумию его привело на то, что типа ему что-то вводили, он там псиоником стал или кем он стал. Ой, не дай бог тут еще боевая система появится. Я сейчас как бы иду в госпиталь, там где эти, блин, агрессивные омешки бегают. Ну, просто если я чую, если здесь появится боевая система, то она будет такая кривая нахрен, что я просто просто прокляну все, что можно. Так, здесь у нас что? Что это вообще такое? Не знаю, беседа какая-то. Такс. А, я просто обошел ворота. То есть я настолько крутой агент, что вот я не мог, допустим, вот здесь вот пролезть, перелезть через ворота. Не, надо было обязательно разгадывать загадку. Так. Как бы мне не хотелось бросить это жуткое расследование, я все же обязан добраться до госпиталя и выполнить свою миссию. Ну погнали. Хорошо, что я водички себе поставил, чтобы не кашлять. В конце дорожки меня ожидал госпиталь, построенный Левелином. Величественный, загадочный и неприступный. Внезапно я почувствовал опасность. Казалось, кто-то наблюдает за мной из тени. Где? Где? Да то, что наблюдает по-любому. Здесь должны быть эти омеги. Ну и, как я понимаю, госпиталь — это наше последнее пристанище. Как обычно на загрузке уровня она изначально лагает. Оказавшись в этом мрачном заброшенном здании, я почувствовал себя словно в клетке. Стены начали давить, хотелось бежать. Письмо доктору. Гены омега-особей быстро прогрессируют по неизвестным нам причинам. В госпитале остается все меньше альфа-особей, и те в ближайшее время могут превратиться в омег. Полагаю, вы понимаете, если сейчас ничего не предпринять, вскоре в опасности окажутся не только особи. Несмотря на строгое следование протоколам процедуры, одного из медбратьев все же укусили. На данный момент его организм борется и, похоже, успешно противостоит генам омега. Однако рана не заживает, выглядит странно. Всем нам грозит опасность, нужно срочно запросить помощь. Похоже, опасность не представляют только альфа-особи, которых вы ранее перевели в особняк. Из лаборатории с капсулами-ускорителями метаболизма раздаются какие-то звуки. Боюсь, уже поздно. Этот отчет вам передаст альфа-посыльный. Копию я сохраню в файле. Короче, омешки начали буянить. И, судя по всему, надо, чтобы меня не кусали. Хотя они ж вроде геномодифицированные, они зомби. Вот вообще ни хера не видно. Так, внутри мрачного здания меня ждали следы жизни. Что населяло его прежде? Продвигаясь вглубь, я начал больше понимать, на какие жуткие меры шли его обитатели, чтобы выжить. Стены хранили отголоски страшных событий прошлого. Я это что-то, правда, не наблюдаю. Стены, отголоски. О, туалет, типа сортир. И что, здесь будет кто-нибудь, не будет? О, будет записка. Удостоверение медицинской сестры по имени Анна. Имя Анна, назначение стационар, примечание. Свободный доступ к зонам А7, А9. Доступ к зонам Б4 и Б2 с разрешения руководителя. Коды доступа Альфа 7890. Давайте запишем. Бумажку я тоже себе тут подготовил. 7890. И Омега 3004. Альфа, Омега. Ладно. Судя по всему, это какие-то коды, и они нам пригодятся. И где что можно было найти, как не в туалете? Баночка с чем-то. Пузырек с таблетками, напоминающий обезболивающее. А там кто-нибудь сидит, не? Никто не сидит. Записка сидит. Все, что с ума посходили. Что с нами стало? В кого мы превратились? Сидим в заперти уже 3 недели.
Из-за голода тут начал твориться какой-то кошмар. Пару дней назад у нескольких тел пропала часть органов. Хотя чему тут удивляться? Этого стоило ожидать. Но, господи, голова. Кому хватило обезглавить ее? Это же Люси. А кто же после этого монстры? Те, что наверху, или все же те, что внизу? Че, они друг друга жрали? Сотрудники, в смысле? Не страшно. Криса как Криса. Ничего интересного. Что там, занято? Походу занято. Ладно, здесь была Криса. Больше ничего тут интересного нет. Ну, погнали дальше. Что-то тут было не так. Тишина, порой нарушаемая завыванием ветра, наводила на мрачные мысли. И лишь голос разума убедил меня не переступать черту. Какую черту? Господин главный герой, а можно со мной хоть чуть советоваться? Какую черту мне нельзя переступать? Так, там трупецкие, по-моему, да? Тут еще и заперто. Ну, кто-то там на койке лежит. Не сильно видно. Какую черту-то? Заходим. Такс. Интересно, мне дадут оружие? То есть здесь все-таки есть боевая система? Столярный молоток. Одной можно забивать гвозди, в другой вытаскивать их. Взять можно, да? Ёлки-палки. Пилу можно? Не, я взял молоток, а как его применить? Как кого-нибудь долбануть молотком? Ну, как оружие он у меня, как я понимаю, не появился. Инвентаря у меня нет, ну, по сути. Там только ключи я собирал какие-то. Так, предупреждение, в котором говорится о серьезной ошибке в протоколе и предлагается ввести новую процедуру. С этого момента придется разделить каждую из пар близнецов на две группы. Альфа – добродушные особи, не склонные к насилию, омега – жестокие особи, жаждущие крови. Представители обеих групп будут классифицироваться как неудачные результаты опыта. Альфа способны выполнять простую работу и могут нам пригодиться. Омеги должны быть немедленно уничтожены. Понятно. Короче, этих омег создали вообще нечаянно. Что было сразу их всех не грохнуть, я не знаю. Одежда на мне пропиталась тошнотворным запахом крови. Странно, что тела не разложились. Вероятно, причина крылась в низких температуре и влажности. Ну, как сказать, не разложились. Выглядит не очень. Так, дневник доктора, который оказался заперт в госпитале. Мы сидим в заперти уже целую неделю. Чего только не перепробовали. Выхода нет. Люси, наш психолог, предложил описывать свои переживания в дневнике. Это якобы поможет нам сохранить рассудок. Идет уже девятый день нашего заключения. Раненые постепенно заживают. Припрятал болеутоляющее в ванной. Возможно, я поступил эгоистично. Анжелу и Роба уже не спасти. Пришлось бы потратить на них слишком много лекарств. Провизия подходит к концу. Мне страшно. По ночам, когда остальные спят, я мучаюсь бессонницей, прислушиваю, что делают твари. Они все время в движении, ни на секунду не утихают. Что за монстров мы сотворили? Мы в заперти уже 13 дней, начали распределять остатки еды. Нас 14, а прокормить 14 человек не так-то просто. Порции с каждым днем все меньше. Из-за голода мы стали раздражительными. Скоро все закончится, мне страшно. Интересно, есть ли у нас шанс на спасение? Анна поделилась с нами секретом. Она работает в госпитале с самого открытия и слышала о какой-то хороновой лестнице, особом ключе. Но может это просто бредни выжившей из ума старухи. Анжела умерла, скоро за ней последуют и другие, поэтому мы выделили место для трупов в комнате в конце коридора. Мы в заперти уже 19 дней, в живых осталось 11. Еды больше нет, но есть трупы. Может, голод вынудит. После консервов мясо кажется особенно вкусным. Странно только, что трупы не гниют. Наверное, дело в атмосфере или температуре. Если бы на них не сидели мухи, можно было бы подумать, что ребята просто уснули. 25-й день заключения. Прошел почти месяц. Те из нас, кто воротили нос от человечины, мертвы. В живых осталось 7. Раненые уже так не беспокоят. Я даже могу наступать на ногу. Пришли холода. Мы сильно мерзнем. Попробовали починить или что-то чем-то заложить разбитые окна. Но от настоящих морозов нас это не спасет. Не уверен, но вроде бы сегодня 40-й день. Мороз забрал 2 из нас, в том числе Анну. Мы нашли ее дневник. Старуха знала намного больше, чем кажется. Почему? Почему она скрывала от нас ту тайну? Выход есть. 2 женщин отказались идти вместе с нами. Мы оставили им молоток и доски, чтобы они могли забаррикадировать проем после нашего ухода. Только они вряд ли выживут, умрут от голода или холода. А мы спасемся. Сперва доберемся до кабинета Левелина, отыщем ключ, а потом отправимся на поиски хороновой лестницы. Короче, ну жрали люди друг друга. Вот эти 2, походу, которых оставили, но, судя по всему, они не забаррикадировались.
Значит, мне тоже нужно в кабинет этого Левелина. И тоже искать Харонову лестницу. Но мне еще документы надо забрать. Так, здесь я был. Это туалет типа сортир. А куда мне тогда двигать? А, молоток. Я смогу доски молотком? Логично. На нем как раз и было написано, что типа им можно кого-то долбануть, а можно вытащить гвоздем. Ну, погнали. Погнали. Так, еще какая-то записка. Похоже, тут перечислены правила работников госпиталя. Необходимо регулярно оценивать умственные и телепатические способности каждой пар. Эти существа не имеют ничего общего с обычными детьми. Воспринимайте их как особей. Необходимо убедить их, что они родились в стенах госпиталя. Все особи представлены близнецами. В случае смерти одного из близнецов, второго необходимо уничтожить. Если одна из особей в паре проявляет агрессию или вызывает опасения, обоих близнецов уничтожить. Любая критика начальства приравнится к государственной измене. Злободневненько. Любой контакт с внешним миром запрещен. Присутствие на всех религиозных службах, посвященных Господу нашему, обязательно. Лидеры и министерства необходимо почитать выше себя и своей семьи. И еще актуальненько. Нам выпала огромная честь оказаться здесь и трудиться во благо величия Родины. Такс. Автоматскую. Зло поселилось в этом месте, я ощущал его присутствие всем естеством. Оно поджидало меня во мраке. Чё-то кто-то хрипит. Так, мне кажется, если я сейчас выйду, он меня за люляки бабит. Лифт, понятно, мне нужен ключ. Ну а куда мне идти? Там он, это... Или это скриптовая фигня? Привет. Привет. Или ты меня не видишь? Так, он меня, походу, не видит. Ладно. Постой там пока что. Чё-то я не понял, серьезно. Он меня не видит. Ну ладно. Окей. Странный какой-то товарищ. Так... Ага. Воспоминания и сожаления доктора, запертого в госпитале. Я так больше не могу. Ситуация совершенно вышла из-под контроля. Здесь творится какое-то безумие. Вчера нам устроили кровавую бойню. Мне и другим выжившим удалось изолировать обезумевших тварей на верхних этажах. Сами мы забаррикадировались внизу. Я оказался у двери. И мне бы хватило времени, но я не решился ее открыть. Я струсил. Джеффри, прости меня, Джеффри, ты всегда выручаешь меня. Я не решился открыть эту чертову дверь, а его взгляд... Я помню, как он посмотрел на меня, когда понял, что ему не спастись. Время словно замедлилось, а потом они утащили его. Теперь его взгляд будет вечно преследовать меня в кошмарах. Так, ну сюда я, как я понимаю, я спускаюсь только, чтобы прочитать записку. В общем, не спас он своего товарища. Но здесь-то ебака стоит. И шо мне? No функционало. Лифт находится в состоянии no функционало. Ну, тут сюда идем. Шо мне еще делать? Привет. Привет. И шо? Ну, типа, это даже не скример. Ну, честно, ну... Я думал, он там напрыгнет. Мне нужно будет там что-нибудь типа бежать. Те, кто, кстати, смотрел мои прохождения, знают, что я в этом прям плох. Я их постоянно просираю. Опа. Жрут кого-то. Господи, вы здесь хрен знает сколько лет. Как вы там до сих пор все не сожрали, ребят? Еще и заперлись. Нормально? Еще и заперлись. Красавцы. Такс. Ох, ни хрена себе. В смысле, ты дышишь? Я же слышу. Ну, а где это? Или типа вот это вот у вас живого изображает? Что-то оно не очень живое, оно вообще не шевелится. Ладно. Лабораторный журнал, принадлежащий доктору. Особь ведет себя крайне агрессивно, бла-бла, проявляет все признаки ненасытности. Похоже, ген Омега заставляет организм мутировать и пробуждает в подобных хищнический инстинкт. Нас заперли, нужно торопиться, кто-то кричит, какое-то безумие. Да я уже понял, что здесь происходит. Только мне кажется, это просто, ну... Просто тельце лежит. То есть, если бы оно хотя бы двигалось, пыталось вырваться, я бы поверил. А так они ему звук прикрутили, короче, а движение не прикрутили, но движение сэкономили. Но это забавно, забавно. Так, и тут что-то жрут. Чё вы там жрете? Ну, я бы не хотел сюда заходить.
Или он типа не отвлекается? Ну вот он ключ. Можно? Я возьму? Спасибо. Я пошел? Давай. Удачи. А дверьку можешь закрыть? Пока. Дверки мы за собой закрываем. Все хорошо. Так, у меня есть ключ. И что я должен сделать? Не, ну вряд ли этого товарища выпустить. Да, единственная дверь, которая... Привет. Ну, что я должен делать? Бежать? Куда? А что это за твари? Я... Простите, то есть... Долбанул свет. Он потом телепортировался, и я от него спрятался за дверью? Серьезно? И эти твари вынесли весь персонал госпиталя? Тут были дебилы? Мне кажется, прям очень. Ну, понятно, что мне на лифт. Тут как бы больше других вариантов нет. Но вот это было как-то... Ну, как-то совсем. Причем, вы видели, оно еле шло. Оно просто еле шло. Так, я хоть туда, куда надо, поехал. Так, здесь забито все. Вот здесь, наверное, можно выйти. Ну, наверное, туда, куда надо. А может и нет. Только тут что-то темновато. Как у негров в жопе. Снова глюки. Походу, ученый. Так, это у нас мертвецкая, да? Он уже морг. Никого нету. Вот по-любому сейчас что-нибудь где-нибудь я открою, там кто-нибудь будет. Ну, должен же быть, но это же хоррор все-таки. Там тоже пусто. О, записочка какая-то. Краткая биография нескольких особей, попавших в госпиталь. Родилась в детском госпитале юности нации. Питание. Обычная медсестра и синтетические вещества. Сиська кормили. Биография. Родителям сообщили, что дети погибли, заразившись вирусом. Мать требовала показать ей тела. Пришлось применить натрий. Женщина находилась в коме. Ее супруг предложил переехать в другой город. Будучи добропорядочным гражданином, он принял предложение министерства. Выделили финансирование на захоронение. Не потребовалось. В течение первых 3 лет жизни к объектам применялся протокол Альфа-67. В возрасте от 3 до 6 лет к основной терапии добавилась двойная доза препарата Альфа-90. Эксперимент не дал ожидаемых результатов. Доктор Левелин назначил объектам сверхдозу омега-1 в надежде на удачный исход опыта. В возрасте 7 лет поведение обоих объектов настораживает и пугает. Доктор Левелин настаивает на дальнейшем применении протокола омега. Ожидаемых результатов нет. Там вроде пусто. Не, ну типа, если у ребят реально не было денег на реализацию крутых монстров, еще что-нибудь, тут надо было прям упарываться в сюжет, но они и в это не особо смогли. Так, объекты, бла-бла-бла, по причинам, описанным выше, и в связи с отсутствием у объектов телепатических способностей, принято решение устранить подопытных по стандартной процедуре. Короче, вместо тел сюда записки закладывали. Ну, тут тоже пусто. И что, ниоткуда никто не выпрыгнет? Ну, я так не играю. Я так не играю. Так, карточка. Чтобы попасть в закрытую зону. И документы какие-то. Ну, тоже биография особей. Вот сейчас я на самом деле слегка дернулся. Тут звук сыграл. Гораздо больше на самом деле дернулся, чем когда эта тварь на меня побежала. Ну, биографии. Ну, какой смысл мне читать их биографии? Ну, забрали. Ну, у кого? Такое ощущение, что я, блин, знаю, кто из них кто. Это у нас ученый. Забираем галерею. Не знаю, что эти фотографии дают. И тут еще, наверное, есть шкафчики, да? О, прям через решетку открылась. Дверку. Еще одна краткая биография. Нахрен мне эти ваши краткие биографии? Такое ощущение, что на этих тварях, ну, блин, что-нибудь другое написано, и я смогу определить, кто из них кто. Ладно, поехали на 2-й этаж. Здесь я не выйду, да, судя по всему. На 3-м этаже я был, значит, дергаем на 4-й. Хоть бы пробежала сейчас какая-нибудь тварюка. Ну, я бы, по крайней мере, такой левел дизайн делал. Так, значит, сюда карточку. У меня как бы больше просто ничего нет. Что сюда использовать? Харонова лестница. Она была последней надеждой людей, застрявших в этом аду. Потеряв связь с реальностью и поддавшись безумию, они могли уповать лишь на Харона, перевозчика душ умерших.
Да я как бы не совсем понимаю, в чем проблема отсюда была просто вылезти, там, через окна, еще через что-то. То есть это все с таким пафосом подается, типа, блин, у них не было выбора, как и здесь. За вами закрылись ворота, и вы, типа, можете выйти только через хороновую лестницу. Да какого хрена? Забор можно перелезть. Так, тут какие-то капсулы, тут, судя по всему, этих ребят и делают. Сюда карточка сработает, не сработает, у меня эта карточка вообще еще есть. Ага, нет у меня. Карточка в инвентаре. Это кабинет, судя по всему, нашего господина ученого. Так, дверь лучше полностью открывать, потому что если опять придется убегать, то хотя бы в дверь попаду. Так. Оно кричит на лампы. Лампы взрываются. Внимание, вопрос. За столько лет откуда здесь еще, блядь, лампы? Если оно кричит, и оно взрывается. Дверь. Еще одна записка от Дары. Если ей верить, ключ хороновой лестницы был спрятан в лифте. Чего? Господи, что они сотворили с детьми? Не хочу иметь ничего общего с этой историей. Поскорее бы выбраться отсюда. Я отыскала тайник, он кроется в лифте. По-моему, здесь нет вообще никакого намека на ключ хороновой двери. Я не знаю, откуда мой товарищ сделал такие выводы. Но, как по мне, намека нет. Про тайник какой-то есть, а про ключ нет. Так, это что? Какой-то... Оно сидит. Только что здесь это бегала, которая кричала на лампочку? Ну и что, ты меня схватишь? Оживешь? Не схватишь? Или в тебя тут что-то вставили? Ладно. Товарищ. Вот сейчас вот скорее тишина больше пугает, и вот тот темный угол меня пугает. Это что? Очки с инфракрасным фильтром. Вероятно, они требовались для каких-то экспериментов. Очки ночного видения? Господи. Что еще я найду нахрен в этой клинике? Очки ночного видения. Тут заперто. А как их применить, не знаю. О. Сменить, приблизить. Они требовались для каких-то экспериментов. Ладно. А надеть их нельзя? Ну, типа... Там вон темные углы какие-то, я их не сильно вижу. Ну, судя по всему, одеть их нельзя. Значит, тут заперто. Значит, они тоже явно чисто по скрипту будут где-то срабатывать. Я, правда, не знаю пока где. Здесь вроде ничего больше нет. Ага, вот еще дверь есть, да? Мы пошли сюда. Опять он кто-то... Ага, о. Гаврики стоят. Гаврики стоят. И что, мне через них сейчас надо будет продираться в очках ночного видения? Я подозреваю. Здесь больше ничего нет. Ну, стоят и стоят. Чую дальше. Чую, сейчас мне, короче, через них надо будет проходить. Судя по всему. Дверь забита. Не, они... Опять какой-нибудь молоток найду, освобожу. Так, похоже, автор этой записки нашел способ покинуть поместье. Интересно, удалось ли ему спастись. Единственный способ выбраться отсюда — проникнуть в кабинет и отыскать ключ, который запустит лифт, ведущий на нулевой этаж. Но Левелин, будь он проклят, забрал его с собой. Несколько ребят утверждают, что копия карты доступа хранится в архиве среди документов. Но чертовы твари перекрыли проход к этой зоне. Идем в отсек с омегами. Идти в отсек с омегами никто не решится. Можно попытаться вырубить свет и добраться до архива, надев лабораторные очки. Омега — особи, отличающиеся прожорливостью и силой, однако их органы чувств не превосходят в развитии человеческие. Чисто теоретически у нас есть шанс пробраться мимо них в темноте, при условии, что у них не обострен нюх. Что ж, в любом случае, я не завидую тому, кто рискнет проверить эту теорию. Есть еще вопрос времени. Аварийный генератор заработает ровно через минуту после отключения света. Если освещение включится, пока кто-то из них находится на полпути к архиву, ему крышка. Вот я только... Я до сих пор не понимаю. Похоже, автор этой записки нашел способ покинуть поместье. С чего ты нахрен-то взял? Ну вот с чего? Я не увидел ни одного слова там про покинуть поместье. Так. Нужно рубануть и, короче, пройти через этих уродов, да? Ну тут как бы все по рельсам, поэтому... Погнали. Ну. Ну.
А как? Не, я слишком долго... Да не открывай дверь. Давайте оно вырубится. Давайте оно вырубится, это. Я что-то слишком долго этот брал. Присаживаться или еще что-то, или красться, тут варианта нет. Есть вариант бегать, но бегать, наверное, явно не стоит. Мне надо куда-то туда пройти. Так, давайте, включайте свет. Можно ее обратно дернуть? Не, обратно не дернуть. Ну, включайся, свет. Что-то долго минута идет. Ну, я думаю, там что-нибудь скриптовое тоже должно произойти. Меня кто-нибудь либо хватануть должен, либо еще что-нибудь в этом роде. Свет, включайся. Так, свет включился, хорошо. Ой, ну, погнали. Погнали, что еще остается делать? Эй, а что он прям тут? Так. Блин, прохода вообще нет. Господи. Так, вот появился вроде. Так, проходим. Бежать можно? Да, бежать можно. Бежим. Так, все нормально. Я думал, блин, я думал, я в туалет забежал. Отвечаю. Так, стоп, а мне еще обратно надо выйти за это же время, да? Ёлки-палки, ёлки. А что, где? Так, ребят, по-моему, мне вафля, если честно. Что я здесь должен вообще взять? Или я не в ту дверь забежал? Я мог не в ту дверь забежать? В архиве. Так, да, мне нужна какая-то карта, которая должна быть в архиве. Но я что-то ни хрена не вижу здесь этой карты. Судя по всему, я сейчас сдохну. Ну да, я и сдох. Понятно. То есть я в этом архиве должен найти какую-то карту. А вот где она, я, если честно, не совсем понимаю. Пробежать, омех, ладно, хрен с ним. Но тут еще надо вернуться. Жестко, если честно. Так. Я вот здесь вот только очки надо взять. Ладно. Я знаю, что дальше делать. Но я не знаю, где искать эту карту. Так, значит, сначала снимаем. Там же одна дверь всего была, вроде как. Ну, а чё она не снимается? Чё она стучит, но не снимается? А как ее снять, эй? Или только когда я выключу свет, я смогу это снять? Ладно. О, снялось, хорошо. Давай, открывайся. Да, иди нахрен. Иди нахрен, омега сразу же. Максимально быстро проскакиваем, но... Двери не закрываем за собой. Так, где-то в архиве должна быть эта карта. Но где? Ну вот реально, где? Хоть подсказку, хоть чуть-чуть, хоть что-нибудь. Я не вижу вообще ничего, что похоже на карту. Какая-то это... О, стоп. Где? Я только что видел. Вот. Да. Забирай. Забирай карту. Так, не оборачивайся. Не оборачивайся на меня. Проскакиваем. Ну все, изи. Изи. Вообще. Как два пальца. Все, карта взята. Время еще осталось. Я красавчик. Вот только, если честно, не совсем помню, что мне теперь с этой картой делать-то. Да, там дверь была, где мне писало, что у вас нету карты. Так, вот здесь, вроде вот здесь надо выходить. Вроде здесь. Вон дверь. Вон дверку. Давай, юзаем карту. И я в кабинете у товарища. Значит, здесь сразу что-нибудь будем забирать. Так, все записи об экспериментах, их я искал.
Прочесть. Ну, понятно, ни хрена здесь нет. Третья часть найдена. Все, теперь мы все части нашли. Теперь надо только отсюда свалить. Сейф. Для которого явно нужен ключ. А где ключ? В лифте, да? По-моему, про лифт там что-то говорили. Качественные аптечки, принадлежащие доктору. Ну, я бы с собой хоть их взял. Не знаю, пригодились бы. Так, ключ в лифте. Миссия подошла к концу, я собрал все нужные документы. Хотелось бы скорее покинуть это место. Моей последней надеждой стала Харонова лестница. А где здесь может быть ключ? А где в лифте можно спрятать ключ? Здесь? Нет, тут нужно... Здесь нужно использовать ключ. Ключ явно в сейфе. Но при этом... Где-то здесь писали про этот... Про как он называется? Про тайник. Потому что никакого тайника я здесь, если честно, не вижу. Причем от слова совсем. Но сюда вставляется ключ, чтобы попасть в эту лестницу Харона. Это понятно. Или она... Так, я, если честно, не врубаюсь. Где ключ? А где ключ, который мне нужен? От сейфа, как я понимаю. Здесь вроде нет ничего. Ой, стоп. Что-то есть. Что-то есть. Понятно, ключ от сейфа не надо было брать. Какой у нас огромный сейф, в котором лежит огромный зеленый ключ. Нужно было всего-то дернуть книжицу. Ну ладно, пусть будет так, пусть будет так. Так, дверки только закрывайте, а то сейчас по-любому сейчас эти хрени прибегут. Принабегут. Поехали. Искать вашу Харонову лестницу. Вот сейчас опять могло бы что-нибудь пробежать. Я когда Мэдисон проходил, там так и было. Там что-нибудь пробегало. Или в морге тут такие трупы сейчас бы шли. Ну, прикольно. Хотя там все пустое было. Ё-моё, чё это? Теперь много встало на свои места. Разработанная Левелином энергосистема снабжала особняк теплом и электричеством на протяжении 40 лет. Поэтому я сперва и решил, что здание не пустует. Но я про это говорил как бы. Она еще и ядерная. Что типа сильно дофига. Но там, блин, в системе было написано конкретно, что оно дрова раскидывает. Или он придумал, как из ядерной энергетики дрова добывать. А чё? Чё такое, не работает? А. Ядерные отходы. Красота. Тут явно что-то можно считать. Такс. Запись от руки. 3479. Какой-то код. 5, 2х8. Там, кстати, на карточке были коды. Так, 3479 и 5, 2х8. Ну, 5, 2х8 это понятно, что две этих пропущенные. И две зеленые точки, типа. Это я здесь или что? Так, X это, наверное, собственно, сама лестница. А то вход. То есть мне нужно рулить. А, я с собой это забираю. Так, дневник Дары. Ну, собственно, давайте заберем фотографию Дары. Теперь у меня, судя по всему, все фотографии собраны. Так, закройся. Галерея персонажей. Нет у меня фотографии Омеги и нет фотографии Дельты, как я понимаю. А эти собрал все. Продолжить. Дневник Дары. Так, не знаю, какой сегодня день, да даже день моего рождения мне неизвестен, но одно я знаю точно, я Дара. Потратила кучу времени, и все зря. Этот урод Левелин хорошо хранил секреты. Ненавижу его, хоть он и был моим биологическим отцом. Воспитал же меня старый добрый Сет, его-то я и считаю папой. Сет вел достойную жизнь и умер достойным человеком. Он был тихим и честным, его большое сердце согревало меня теплом. Всю жизнь он боролся с уродством человеческой природы. Страшно идти в неизведанное. Я цепляю за последние крупицы храбрости, что остались во мне, стараясь не забывать, кто я, откуда, кем был мой брат. Расскажу свою историю с самого начала. Ой, это будет долго, судя по всему. Так, похоже, Дара — это сама девочка, что росла, а позднее отправилась на поиски Хароновой лестницы, оставила по дороге несколько страниц своего личного дневника. Задолго до смерти отца я была счастлива, мне нравилась жизнь в чаще и наш уютный домик, только вот со временем по ночам меня начали мучить видения. Сперва я испытывала странные эмоции и чужие желания, затем начала слышать голоса, вскоре они слились в крик помощи и просил о ней мальчик. Сет был хорошим папой, он стал для меня всем и научил меня всему, что я знаю, в том числе и грамоте. Он окружил меня заботой и любовью, поскольку мне больше не с кем было поделиться своей тревогой, я решила рассказать ему
ему о видениях. Сет побледнел, скочил со стула и рухнул передо мной на колени. Он попросил поклясться, что я никому и никогда не расскажу о своих снах, тем более Левелину. И жизнь вновь пошла своим чередом. Мы оставались в домике на своем берегу, пока однажды сердце Сета не остановилось. Когда-то отец объяснил мне, что такое смерть, и я сразу поняла, это она. В груди что-то резко сдавило, а из глаз покатились слезы. Ой. В какой-то момент моя жизнь была более-менее вернулась в свое русло. Несмотря на разлагающиеся останки, что теперь покоились на месте моего отца, я взяла книжку, в которой папа не разрешал мне прежде заглядывать. В нее написывал все свои мысли и переживания. Теперь меня некому было остановить, и я погрузилась в чтение в поисках правды. Правда обо мне. Расправившись с книгой, я положила ее рядом с трупом отца, дабы почтить его память. Хотела, чтобы от него осталось нечто большее, чем просто прах. В книжке Сета была запись и о моем близнеце, и о том, что своим появлением на свет я обязана инновационному препарату под названием Дельта. Также я узнала, что голоса в моей голове объясняют особую связь, которая существует между мной и братом. Неумолкаемый гул влек меня на противоположный берег озера. Из сотни голосов четко звучал лишь один, и он постоянно вторил: «Папа мне не отвечает», и я решилась покинуть дом. Я поспешила к причалу и отправилась навстречу моему брату. Наша встреча в особняке оказалась малоприятной. В кабинете я обнаружила тело Левелина, которое пробыло там не один день. Никто не занимался с моим братом и не объяснял ему то, что поведал мне Сет. Мой близнец не знал, что такое смерть, поэтому изо дня в день он приходил к телу отца и пытался привлечь его внимание. Испуганное, потерянное лицо брата не сулило ничего хорошего. Он казался болезненным и истощенным. Его дух был сломлен Левелином. Даже после смерти отец вселял в него страх. Моего брата зовут Девон. А что он жрал, простите? На протяжении многих лет компанию ему составляли недоразвитые и уродливые, но при этом беззлобные существа. Чем-то они даже были похожи на обычных людей. Я рассказала Девону немного о себе и объяснила, что мы с ним близнецы. Потом дошла очередь до Сета и безумия. Но мой брат не слушал. Его разум был окутан туманом. Слишком много летом никто не занимался, слишком долго он пробыл в компании недалеких существ. Но причина крылась не только в этом. У Девона были проблемы с сердцем. Он страдал от постоянных приступов и головной боли. Со временем я немножко обжилась в особняке, и поскольку мы с братом были очень похожи, добродушные создания принимали меня за свою и относились хорошо к нам обоим. Проснувшись однажды утром, я вышла в холл и обнаружила там существ. Они над чем-то столпились. Я подошла поближе, одно из существ повернулось ко мне. На его бледном, почти безэмоциональном лице читалось нечто похожее на грусть и смятение. Затем ко мне повернулись и остальные. За их спинами я разглядела брата. Его посиневшие губы и мертвенно-белый цвет лица говорили за себя. Существам было невдомек, что с ним произошло. Скорее всего, они думали, что Девон на них обиделся и играет в молчанку. Но внимание создания быстро переключилось на меня, вторую половинку их давнего друга. И что же мне оставалось с ними делать? У них не было будущего, не было возможности выбраться отсюда. Они оказались ошибками прошлого, результатом неудачного эксперимента, затеянного людьми, что возжелали почувствовать себя Господом. Вариантов у меня было немного, точнее всего два. Позволить самой природе распорядиться их жизнями и не пытаться изменить судьбу других. Или же избавить их от возможных мучений прямо сейчас. Они явно не были готовы к одиночеству, недугам, боли и другим невзгодам беспощадной жизни. И все же я не имела права распоряжаться чужой судьбой, и поэтому решила положиться на волю природы. И последнее. Я отправилась в опасное путешествие, которое привело меня сюда. Мне пришлось пройти все ужасы госпиталя, прежде чем я добралась до истоков происходящего. По пути я обнаружила подсказки, которые должны помочь отыскать выход. Только вот разгадать их я не могу. Нужно как-то выбраться отсюда, пока не поздно. Уровень радиации быстро растет. Скоро она уничтожит здесь все живое. На этом все. Я не могу больше писать. Нужно срочно отыскать хроновую лестницу, иначе я останусь навсегда в этом бетонном мавзолее. Думаю, жить все же не так уж плохо. Внимание, вопрос. Сколько было у этих... Так, можно взять дозиметр? Это же дозиметр. Ну, в смысле, счетчик Гейгера. Но взять его, судя по всему, нельзя. Сколько было там у него в этом... в сейфе ключей, что сначала сюда девочка проникла, теперь я проник. 6.58, 6.56. А что это считает 6.58, 6.56? Так... Извините, 6.58, 6.56. Это типа мое выживание от радиации. Но, судя по всему, теперь мне нужно направо и потом налево. И там 34.79 код. Ну, явно что-то вот сюда. Здравствуйте, товарищ доктор. Я понял, что у меня глюки. Так, открывайся. Ох, ни хрена себе. Передо мной представила комната с кроватками, в которых некогда лежали младенцы. Жертвы кошмарных экспериментов. Вот сюда мне надо. Ну, а чё? Или я сначала должен, блин, заставки посмотреть?
Господи, какой ублюдский ребенок. Типа могли и получше его нарисовать. Опа, ребенок превратился в ключ. Ну, ключ полезнее ребенка, я так скажу. Так, 3479 вот здесь где-то должно быть. Читатель записки, написавший это письмо, медсестра ухаживала за альфами и омегами. Потом у нас время тикает. Так. Герметичный контейнер. Наверное, в нем до сих пор хранятся лабораторные образцы или биологический загрязнитель. Ладно, а что мне? Мне просто можно было его потрогать. Почему здесь указано... Ага, вот, 3479, да? 479. И что изменится? А что изменилось? Время остановилось? Или что, или как? Ну, типа, да, оно не щелкает. Чтоб я вот это успел прочитать. Мне хорошо известны местные правила, а я немало сделал, чтобы занять свое нынешнее положение. Но мной всегда двигало желание их спасти. Я лично вырастила и воспитала первое и второе поколение. На моих глазах невинными детьми манипулировали, их калечили, а порой убивали просто потому, что они не прошли проверку. Мне особо нечего сказать об альфа-особях. Несмотря на крупные размеры, в душе они дети. И они не понимают, что им... За что им все это? А вот омега-особи это нечто совершенно иное. Из-за особенной терапии они не отличаются большим умом, но при этом кое-что понимают. Они агрессивны и жестоки, но благодаря силе любви и сострадания с ними можно поладить. Сила любви. А как иначе объяснить тот факт, что я до сих пор жива? Но есть причина, которая не дает семени добра прорасти в их душах и заставляет их терять контроль. И причина эта кроется в смерти близнеца. Я не раз видел, как страдает омега-особь, почувствовав смерть брата на расстоянии. В такие моменты мне кажется, что доктору Левелину и впрямь удалось сделать невозможное. Однако за раскрытие способностей особям приходится слишком дорого заплатить. Хотя все это уже не важно, проект закрыли, и вскоре они попытаются замести следы того кошмара, что здесь творился. Но перед тем, как уйти, я хочу сотворить еще одно маленькое доброе добро. Я освобожу их. Мне известно, что скрывается за той дверью. Видел своими глазами. Осталось только туда попасть. Спасибо, ёбнутая. То есть она их всех выпустила. Молодец. Молодец. Так. Это я типа остановил таймер. А включается он от того, что я просто зашел в комнату. Ладно, я вас понял. Давайте вернемся к карте. Значит, сейчас я вот здесь, там где 3479. Значит, сейчас я выхожу. И выхожу направо и сразу в проход налево. Потом рулю мимо всех камер и потом направо. Ну, вроде понятно. Вроде понятно. Так, здесь... Вот как оно автоматически включается, когда я выхожу отсюда? Так, вот сюда мне нужно, да? Ключ подойдет? Думаю, да. Думаю, для этого все и было. Погнали. Такс. Не знаю, пока камера что-то я не хочу открывать. За свою жизнь я повидал многое, но такое мне и не снилось. Олд Гров и все прилегающие к нему постройки подпитывались энергией небольшого ядерного реактора, благодаря чему местные жители могли вполне спокойно существовать, несмотря на отсутствие связи с внешним миром. Так. А что тут? Ну, камеры допросные. Мне опять надо остановить таймер, я правильно понимаю? Ну, так, вот она останавливалка этого таймера, но у меня не хватает 2 цифр, чтобы его остановить. Так, что у нас тут? Официальный документ. Так, член единой партийный номер 2435, секция Е. Место назначения, виза скрытой датой, характеристики отличаются патриотизмом, приверженностью диктатуре министерства, бла-бла-бла. 2435. А там нет, у меня 5, 2 икса и 8. Дневник преподавателя. Так, я понял, что... Это читать надо позже. 5, 2 икса и 8. Блин, да тут любое число может быть. Ну, хоть какой-то намек. Дайте мне на это. Так, ага, вот и намек. X74X, то есть 5, 74, 8. Ну, такое себе. 74, 8. Вот так. Все? Все гуд? Остановилось? Хорошо. Хорошо. Можно теперь вот это все прочитать. Сегодня мне сообщили, что занятия отменяются. Я годами пытался обучить бедняжек. К сожалению, мне удалось проработать с ними лишь базовые навыки. Поведение, уход за собой, простые ежедневные задачи. Но я старался. Когда проект перешел под руководство министерства, я жутко испугался. Они оторвали меня от дома и семьи на неопределенный период. Здесь я впервые встретил такое количество близнецов. Меня заставили обучать
этих монстров. Ну, такими они мне казались лишь поначалу. Со временем я понял, что передо мной невинные дети с доброй душой. Для них любая мелочь казалась настоящим открытием. Мои славные Альфа-67. Но годы спустя все пошло наперекосяк. Я никак не мог сладить с новым экспериментальным поколением Омега-1. Они отличались от Альфа. Ни капли разума. Вскоре занятия превратились в сущий ад. На лицах докторов читалось отчаяние и безысходность. Ситуация осложнялась. Несколько Альф заразились от Омега-особей. Это стало началом конца. Сегодня поступил приказ покинуть поместье. Я ухожу с тяжелым сердцем, потому что знаю, остальных ждет страшная судьба. Что до меня, говорят, нас отправят домой. Но мне очевидно, что домой из нас никто не вернется. Слишком страшные тайны хранит Оугроув. Слишком велика цена неудавшегося эксперимента. Если бы только миру поведали, насколько прогнило наше государство с его беспощадным министерством и Господом Всеведущим, который закрывает глаза на злодеяния, что творят его последователи. Надеюсь, меня хотя бы похоронят неподалеку от чащи. Лишь она скрашивает долгие годы моего заточения. Ну, как бы все, здесь больше ничего нет. Вроде как. Так, вроде ж нет. На партах вроде ничего нет. Я бы заметил. Ну, ладно. Так, здесь что-то напохавать. Скорее на допросную какую-то похоже. И это их такое количество было? Или это типа что-то другое? Какие-то сильно маленькие помещения для такого количества людей. И все, и оно опять включилось. Ну классно. Ну классно, ну классно. Чувак, хватит ходить. Хорошо, ты вот сюда зашел. Что у нас тут? Микроскоп какой-то. Бумажка. Что тут можно сделать? Можно что-нибудь нажать? Что, записку даже взять нельзя? Нельзя. Да зачем мне в эту комнату было? Ага, карта какая-то. Хорошо. Судя по всему, типа, если бы я сейчас сюда не зашел, я бы потом дальше не прошел. Ладно, надо ходить за призраками. Запомним. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Дневник обновлен. Радиация, вот что поддерживала жизнь. Небольшой ядерный реактор, который ходами, и теперь он может рвануть в любую секунду. А почему он начал выебываться только когда я сюда пришел, а? Простите. А до этого он вполне себе нормально функционировал десятилетиями, и все как бы норм. Мне кажется, люди, разрабатывающие игру, не совсем понимают, как выглядит ядерный реактор. Чё-то мне так кажется. Так. Стоп, простите, дайте мне еще раз на карту посмотреть. Я прошел реакторный зал. Налево не надо, надо направо. Ну, судя по всему. Уровень радиации продолжает расти. Мне нужно было срочно отыскать выход. Ту самую хороводную лестницу, окутанную тайной. Так, стих. На темницу ночь спустилась, пред рассветом тьма сгустилась, готовься вздох свой спустить, ведь жизнь уже не воротить. Во рту усопшего монета, плата за путь до того света, вскоре возьмет с тебя обол тот, кого все зовут Харон. Но год монеты не забудь, иначе не откроет путь и не проводит тебя в дол тот, кого все зовут Харон. Так, мне нужна монета, судя по всему. Привет. Чё ты мне указываешь? Хорошо. А что здесь? Ну, ты мне туда показал, молодец. Минута 27. Я понимаю, но мне нужна монета год. Так. Но здесь как бы в любом случае я иду за ним, потому что больше не за кем идти. Год, судя по всему, будет каким-то паролем. Жуткое начало и странный конец. У меня осталось только один вопрос. Что случилось с девочкой, с Дарой? Я не нашел ее следов ни в доме смотрителя, ни в особняке. Госпиталь, на котором витал дух смерти. Заброшенный бункер с безумным уровнем радиации. Что же случилось с Дарой? Ага. Включить можно? Включить, выключить. Телевизоры. А что здесь? Типа экраны и экраны. Ну что-то ни монеты, ничего я не вижу, ни года. И вот здесь вот, судя по всему, надо ввести код. Точнее, год на монете.
А никакой монеты у меня нет, в принципе, я ее не нашел. И вот, внимание, вопрос. Экраны можно включить, выключить, ну и чё? Телевизор. И шо там? Он же развернут почему-то. Ни хрена не видно. Что-то я не понимаю. 0-0, ну. Стих, я понял, да, к чему это. Но вопрос, где мне взять монету? И все заново. Вы серьезно? Ё, вот серьезно, долбануться. И только из-за того, что я где-то эту монету гребаную пропустил. Не, ну окей, допустим, мне сейчас это не надо все читать, но все равно. Все равно это подстава. Причем максимальная подстава. Тут ни хрена не открывается. Ну ладно, побежали, что остается делать. Да, я помню, что у меня 7 минут. Так, он сразу проходит сюда. Ну понятно, мне типа туда надо. Ладно. А куда я не ходил? Судя по всему, налево я туда не ходил. Да, давай. Появляется ребенок. Вон появляется. Давай, идем туда, берем ключ. Ребенок выглядит максимально уродски, простите уж. Берем ключ. Взять. Тормозить таймеры бессмысленно. Ну, я там уже все прочитал, то, что нужно было прочитать. Так. Заходим сюда. Здесь потом откроется дверь, правильно? Чтобы я взял карточку. Вот это, по-моему. Ну, сейчас она закрыта. Так. Зашли. Типа прочитали. Год. Может, здесь год? Да нет, здесь номер этого. В том-то и дело, что год-то нигде не указан. Монета, Харон. Здесь? Нету здесь года. Здесь тоже нет года. А где тогда монету эту взять? Давай, проходи, дядька. Ну, прошел. Хорошо. Заходим. Берем карту. Берем карту. Ну, тут же ничего. Незаменимая вещь для перечень протокола. Блин, тоже предмет, который непонятно нахрена нужен. Часики тикают. Монет я не вижу. Ну, то есть единственный вариант мне сейчас пойти прямо, пройти через этот зал и пойти налево. Так. Вставляем карту. Там типа написано, что там тупик, но возможно просто там хотя бы эта монета. Потому что больше ей банально быть негде. Вот сюда, вот туда. Здесь, блин, решетка. Уровень радиации. Хорошо, еще читаем. Во рту усопшего монета. Плата за путь от того света. Но я здесь не видел ни усопших, ни этот. Да. Хорошо, ты мне указываешь. Но меня разворачивает вот сюда, а не на проход даже. И что здесь может быть? Я не вижу здесь просто никаких ни монет, ничего, с чем можно взаимодействовать. Да и, скорее всего, если бы я не взял монету, поэтому... У меня бы вот этот скрипт не сработал. Сюда мне не пройти, понятно, тупик. Ай, блин, где эта темнота? Так, что-то я потерялся. Во рту усопшего монета. Профессор, хватит ходить. Я понимаю, куда мне надо. Я не понимаю...
Экстермо. Или тут должен что-то наклацать. Хрен его знает. Здесь. Слушай, хорош рассуждать. Тебе нужен код с монеты. Который я хрен знает где брать. Усопших. Тут нет усопших где-то. Трупа никакого не валяется нигде. Не открыть. Какой-то год. 1976. Вот попадался мне в этой игре. Да ладно. Он мне попадался где-то в самом-самом начале. Я тупо наобум это ввел. Мне просто интересно, я потом прохождение гляну, если существует вообще прохождение этой игры. Чё, в натуре Харон? Или это я умер от радиации? Я думал, это загрузка вообще. А, в натуре Харон. Харон ждал. Лодка, окутанная туманом, покачивалась во мраке подземного озера. Загадочный перевозчик решил сделать исключение. Он заберет меня из ада, а не отправит в него. То есть у вас тут 40 лет Харон тусит, да? Нормально, нормально. Типа я кинул монетку. А, ладно, это хоть не настоящий Харон. Я думал, они реально человека напрягли, чтобы он там работал. Ну что, я, походу, двух фотографий не нашел. Фотографии Омеги и фотографии Дельты. Ну, по крайней мере, по галерее у меня их нету. И вот это конец игры. А чё так сложно? Вот этот... Ну, ладно, да, хорошо. Это игра с не самыми лучшими сценаристами. На самом-то деле. То есть, это и не хоррор, это и не логическая какая-то игра. Это, ну, не знаю. Ребята, наверное, старались. Вот. Но, как по мне... Как по мне, в игре очень много всего не хватает. Ну, просто реально давно на второй канал ничего не выпускал. Раз взялся, надо было уже допройти. Вот, собственно, допрошел. А так, игра максимум, как мне кажется, 2 Харона из 10, и то на кончиках пальцев ног. Мне проект не понравился, напишу в Стиме хреновую рецензию. Там всего одна рецензия была, когда я скачал эту игру. А я уже думал, я по кругу бегаю. И что тут? Записка от Дары. Наконец-то. Мне нелегко оставить прошлое позади, но надо идти дальше. Впереди меня ждет новое будущее. Не знаю, что кроется за этой... Ай, извините. Да, зараза. Не знаю, что кроется за этой дверью, но все будет хорошо. Ну, судя по всему, выход. Ой-ой-ой, графоний, конечно, мое почтение. Мне все же удалось выбраться. Свежий воздух вселил в меня храбрость, а теплый ветерок согрел сердце. Лучик надежды озарил мою душу. Вдали бескрайних просторов виднелась хижина, и я ринулся к ней словно дитя. А вдруг там я найду Дару? Скажите, что она ее еще сама построила. Ну, Дара и впрямь была там. Поразительно, но все это время она ждала меня, будто знала, что я стану ее искать, и я стремился к ней. Дара убедила меня прочесть найденные документы. В них скрывался последний и самый главный секрет Левелина. Мы были тройняшками? Секрет информации, о котором доктор старался утаить всеми возможными способами. Мы были тройняшками, я брат ее, судя по всему. Секрет, являющийся разгадкой странных видений, что посетили меня в Угрове. Вот 100%, вот реально. Согласно данным из личных записей доктора, в тот злополучный день, что лишил его жены, случилось непредвиденное. Агата подарила ему на одного ребенка больше. На свет появилось не двойня, а тройня. Да ладно. Ой, какой вот это поворот. И Левелин решил всем троим дать имена, начинающиеся с одной буквы. Д, значит Дельта. То есть третий саркофаг был для меня. Внезапно все стало на свои места. Один младенец остался в поместье, второго отдали на попечение смотрителя, жившего на противоположном берегу озера. А третьего отправили в министерство. Деван, Дара и Дезмонд. Я же говорил, что да, что Дельта 3. Изначально вы об этом говорили. И я типа третья Дельта. Ну, ладно. А какой мы вывод из этого делаем?
Дети, будьте хорошими, не будьте омешками. Ну да, и, судя по всему, титры. Ладно, главное закончил, главное прошел, честно. Мне самому уже последняя серия была, ну, такое себе неинтересное. Я думал, игра будет позапутанней, поинтересней, но получилось то, что получилось. Не стесняйтесь писать в комментариях ваше мнение. Буду выбирать, что записывать дальше. Ну, и на этом, наверное, буду прощаться. Спасибо, что смотрели. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.